Слышите, как он хрустит? Я надеюсь, что вы слышите, потому что он нереально вкусный. И такое ощущение, что вообще ничего не работает, и таксисты тоже. Сейчас будем выходить на улицу, просто там пытаться кого-то как-то поймать, потому что самолет у нас через 3 часа, а ехать до аэропорта около часа. Это со слезами, потому что по-другому тут смотреть это нельзя. Понимаешь, насколько это ужасно. Мы сегодня пробуем снова вьетнамскую кухню, и очередное блюдо у нас называется бо кхо. Это такой суп с тушеной говядиной, морковкой, луком. Тушеная говядина тушится на самом деле долгое время в различных соусах. У всех разные рецепты, поэтому соусы разные, и вкус, соответственно, может быть разным. Что удивительно, этот суп они едят как на завтрак или на обед. То есть как бы для них абсолютно нормально на завтрак есть вот такой вот суп. Сейчас попробуем. Такой вкусный, насыщенный прям вкус говядины. Сейчас попробую мясо. Оно должно быть очень вкусным и очень мягким за счет того, что его достаточно долго вываривают. Даже жир вкусный у этой говядины. То есть для меня это огромная редкость, чтобы я могла съесть жир. Ну, он прям очень вкусный. И сама говядина такая прям вываренная. Знаете, вот как мама готовит борщ с такой говядиной, которая долго-долго варится. Вот примерно такие ощущения, только там побольше специй и явно чувствуется сахар. Но не прям приторно-сладко, но именно вот как надо, такое нужное количество сахара. И здесь еще рисовая лапша. Можно заказать не только с рисовой лапшой, можно заказать еще и с хлебом. Вот, поэтому здесь у них в качестве гарнира, что интересно получается, либо хлеб, либо рисовая лапша. Если вы выбираете с хлебом, то здесь, получается, не будет лапши, и хлеб – это такой багет хрустящий, очень-очень вкусный. Здесь сразу видно влияние Франции, и что, да, тут постоянно везде багеты. Это, конечно, очень необычно для Азии. Я тоже попробовал, приятно удивлен, что среднее между том-ямом и том-ха, но только не острый. Еще самое интересное, нам дали лайм. Насколько я понял, он показал, нужно было выдавить этот перчик с, не знаю, солью или сахаром, перемешать и сюда кинуть. Я это сделал, сейчас попробую именно это место. Чуть-чуть добавилось перца, но перец именно черный, не чили, там, не красный, не еще какой-то. И с перцем придается сразу такой вкус, вот, который мы привыкли, собственно говоря, в Таиланде, когда немного такая есть перчинка. И он реально вкусный, и это ни на что не похоже именно тайское, это вот что-то именно свой, имеет свой шарм, так называемый. Еще что интересно, всегда во Вьетнаме приносят вот такие вот тарелки зелени. Это у нас получается тут мята, еще какая-то зелень, не знаю, но это весьма интересно, что все приносится отдельно. Поэтому смело можем вам посоветовать. Причем эта кафешка находится прямо в нашем здании, в котором мы живем, на первом этаже. Никуда далеко не надо ходить. Ну, еще, конечно, дали водичку бесплатно, это тоже приятно. Стоимость этого блюда 55 тысяч вьетнамских донгов. Это где-то 150 рублей. Ну, плюс-минус там. Курс постоянно колеблется, а на доллары, на $2,5. Ну, примерно вот так вот получается. Мы до сих пор еще не привыкли переводить на наши деньги, на доллары, потому что в Таиланде я уже настолько привык к тайским батам, для меня уже намного комфортнее все исчислять в батах. Мы решили не отказывать себе в удовольствии, и еще, несмотря на то, что блюдо подается или с лапшой, или с багетом, мы попросили, чтобы нам дополнительно принесли багет. Вы просто не представляете, он такой ароматный, он, во-первых, пахнет вкусно, во-вторых, он чувствуете, слышите, как он хрустит. Я надеюсь, что вы слышите, потому что он нереально вкусный. Причем подают этот хлеб всегда горячим и хрустящим, что удивительно. Еще они практически никогда не дают вилки и практически не пользуются ими. У нас даже дома нету вилок, у нас есть только такие палочки. В ресторанах тоже дают только палочки и, соответственно, лапшу и даже порой рис ими едят. Ну и так как мы заказали хлеб, то чуть позже нам еще принесли все-таки дополнительный бульон, куда его макать, потому что все-таки нужно есть по правилам и правильно оценить вкус вьетнамской кухни. Все, кстати, очень за это как-то болеют и стараются, чтобы вы правильно ели, там что-то рассказывают, это прям невероятно здорово. Это безумно вкусно и безумно хрустяще. Этот супчик уже немножко другой по вкусу, здесь больше перца и больше немного лука. И такой он достаточно наваристый, в принципе, как и этот.
Мне чем-то напоминает борщ, только более наваристый, более такой жирный. Очень, конечно, вкусно с этим хлебом. Смотрите, какие здесь огромнейшие кусочки мяса. Это уже я 2 съела, то есть вот и вот. И, в принципе, порция просто огромнейшая, поэтому одному съесть и очень-очень хорошо наесться. Нам дали счет, и все вместе получилось на 196 тысяч донгов. Это в рублях получается примерно 600 рублей, то есть 2 огромных супа, вот эта булочка, багет невероятно вкусный, и кофе, это очень здорово. И вот этот вот бульончик к багету нам дали абсолютно бесплатно. Конечно же, вьетнамцы уже какой раз показывают нам свое какое-то невероятное гостеприимство, это безумно приятно. Ну вот мы зашли в такое очень популярное место во Вьетнаме, в Хошимине. Можно увидеть огромное количество военных самолетов, вертолетов и также вот танки, да. Ну и вход стоил 80 тысяч донгов на одного человека, и этот музей работает до 5 часов, поэтому лучше сюда приходить пораньше. У Вьетнама достаточно трагическое прошлое и тяжелая история, потому что сначала это было французской колонией, целая страна, а потом случилась война между северной и южной частью Вьетнама, куда еще вмешалась и Америка. И данный музей изначально назывался «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства Южного Вьетнама». И, собственно, большая часть экспозиции музея составляет неразорвавшаяся техника, различные танки, БТР и так далее. Очень много именно американского происхождения. Ну и смотрите, какое интересное сооружение. Бронированная лодка с таким вот пулеметом. Это только во Вьетнаме можно такое увидеть. Потому что во Вьетнаме огромное количество различных рек, по которым можно было передвигаться вот по таким лодкам. Ну и вот можно увидеть такую фотографию, которая сделана в 1976 году, в мае, и подпись, что это мангровые леса, уничтоженные химикатами. На территории этого музея есть такая небольшая кафешка, где можно что-нибудь купить. Мы заказали, конечно же, кофе вьетнамское. Тут довольно такое недорогое, 30 тысяч донгов. И смотрите, на стаканчиках написано «Музей кофе». И здесь, заметьте, нарисован такой белый голубь, который символизирует мир. Ну и что мне нравится очень в Азии, это когда мы пришли в музей, здесь цены не сильно завышены на кофе, там, тосты и так далее, мороженое. А здесь они такие очень адекватные, потому что у нас в России, если мы приезжаем там, в какое-то историческое место, то там обязательно ценник, я не знаю, там, наверное, x10, и поэтому там мороженое, ну, мы обычно не берем. Вот, а тут проголодался, спокойно прям в музее поел. Здесь на первом этаже в основном какие-то воспоминания, фотографии и какие-то исторические факты. Также есть большой экран, можно посмотреть тоже что-то про историю. А также есть на первом этаже возможность купить аудиогид и с ним походить по этому музею. Что интересно, здесь есть еще вот такие вот листовки, и вообще называется «Музей военных остаток». На этой листовке как раз-таки показаны названия экспозиций, которые есть тут. И здесь экспозиции поделены на 12 частей, и, собственно, можно их всех просмотреть. Они все называются как-то определенным образом, там, например, исторические факты, там, последствия применения агента Оранж в годы американской агрессии и так далее. Ну, тут можно увидеть огромное количество зарисовок, как проходили в разных странах митинги, всякие акции в поддержку там, Вьетнама, да, и чтобы США перестала участвовать в этой войне, в которой она, собственно говоря, не должна участвовать. Ну и тут можно заметить вот такие вот декорации, это сооружали, собственно говоря, сами вьетнамцы. Ну и тут видно уже обломки, чуть-чуть кусочек того ужаса, который был. Вот тут даже есть громкоговоритель, и там вот говорится что-то на вьетнамском, наверное, как военная тревога. Ну и, конечно же, на первом этаже можно купить такие вот различные сувениры, касающиеся как войны, так и просто Вьетнама в коллекцию. Вот Маша уже примеряет. Ну и вот, смотрите, мы уже на второй этаж поднялись. Перед входом в комнату написана цифра, что соответствует семерке. Да, семерка – это последствия применения агента Оранж в годы американской агрессии во Вьетнаме. На самом деле мы не очень любим прям посещать музеи, да, вообще наш YouTube-канал не про музеи.
Но, тем не менее, мне кажется, хоть чуть-чуть показать этого музея нужно. Тут можно увидеть, какие были последствия у развития детей после того, как они оказались в эпицентре войны. Ну и позади меня, наверное, самые жесткие кадры результата этой войны, на которые все подходят и смотрят просто-напросто со слезами, потому что по-другому тут смотреть это нельзя. И понимаешь, насколько это ужасно. Вот можно увидеть оружие, которое применялось во время войны. Различные бомбы, гранаты, все что угодно. Ну и также винтовки, огнестрельное оружие. Можно видеть вот М14, М16. Ну, тут при выходе можно увидеть такой плакат, который говорит про туры. То есть можно прям походить по таким специальным туннелям. Я видел на Airbnb различные, но они где-то начинаются там от 3, от 4 тысяч. А также вас прокатят, конечно же, на лодке, такой специальной вьетнамской. Но мы уже просто не успели это все показать. Именно вот здесь, на этой картинке, изображены тоннели Кути. Это как раз-таки то, и благодаря чему, наверное, вьетнамцы выиграли все-таки эту войну. Они делали маленькие такие туннели, и за счет того, что они все маленького роста и достаточно компактные, они в них прятались. Туда просто-напросто не могли попасть американцы, поэтому именно там они прятались, и именно оттуда они обстреливали врагов. Тут можно увидеть последствия, собственно говоря, войны. И когда сюда попадаешь, на самом деле такое вот ощущение, как будто бы, ну вот хотя бы на 1/100 попадаешь в этот ад, который происходит. И я бы вот, честно говоря, очень хотел, чтобы собрать всех политиков, которых только можно, и пригласить вот именно в этот музей. Побыть тут, посмотреть, послушать, чтобы они понимали. Это касается ни одного политика, ни двух, вот просто абсолютно всех политиков, которые сейчас спонсируют войны, которые там так или иначе как-то задействованы, чтобы они тут побыли, посмотрели и просто поняли, что такое действительно война. Потому что, сидя в кабинете, это не понять. Сегодня мы снова пришли в то кафе, в котором были уже вчера, и заказали новые блюда на пробу. Я заказала блюдо, которое называется бунбо. Я заказала себе большую порцию, что называется тоулон. Если честно, я его даже в интернете не нашла. Значит, здесь заказывается такой суп, и здесь 3 добавки на выбор. Я заказала себе ребрышки, свинину и еще что-то из свинины. Значит, выглядит он вот так. Посмотрите, просто огромнейшая тарелка. Вот здесь вот у меня свинина с таким усманом жира хорошим. Вот это, я так понимаю, ребрышки. И еще слайсы тоже, видимо, из свинины. Вот, все с таким перчиком, луком, с зеленью. И еще далее вот такой вот зелень, который тоже очень вкусно. И еще дополнительно дали лайм, перец и, конечно же, вот такой вот еще. Мы сейчас добавим немножко, чтобы вкус был именно такой, как надо. И добавим немножко остроты, раз уж дали. Вкус такой уже менее наваристый, чем в предыдущий суп, который я пробовала, но тоже очень-очень вкусный. Тут с лапшой и вот с этими слайсами свинины. Все тоже очень хорошо выварено. Ну, на самом деле, чем-то похож на такой бульончик, что-то такое простое, когда хочется. А я заказал вот это вот первое блюдо, 165 донгов. На самом деле вкусно, но такое ощущение, как будто бы я попал в Китай, потому что такой кисло-сладкий соус. Говядина, она прям такая мягкая, вкусная, ну и вообще блюдо в целом чуть напоминает китайское, а не вьетнамское. В целом очень даже годное и вкусное. Я, конечно же, попробовал имашен суп. Мы обычно так делаем. Первое, что хочу сказать, это когда я попробовал голый суп без всяких ингредиентов, он был абсолютно похож на бульон, где не добавлено ничего, кроме вот курицы, да, никаких других овощей не добавлено и специй. Поэтому я добавил 2 вот таких вот лайма и, конечно же, чуть-чуть перчика, буквально, ну вот половину вот этого блюдца. Также я добавил немного вот этих вот ингредиентов, которые тут лежат. Все это очень хорошо перемешал, и сразу же этот суп или бульон, как его назвать, заиграл разными красками, сразу стало вкусно.
Но это все потому, что в прошлом году мы большую часть года провели в Таиланде, и абсолютно пресные блюда мы не ели. Имейте в виду, что во Вьетнаме нужно кучу всего добавлять, чтобы это все заиграло разными красками. А если подытожить, то вчерашнее блюдо, которое мы вам показывали, наверное, 10 из 10, а сегодняшнее блюдо и первое, и второе, наверное, вот мое, которое я ел, говядина с рисом, наверное, 7 из 10, а вот это блюдо, наверное, 6 из 10, все равно не хватает, что-то не хватает. Вот вчера мы ели, все хватало, и мы, наверное, впервые вот за эту зимовку, когда мы объелись, вот прям сильно объелись, потому что в основном в Таиланде порции, ну, такие вот небольшие. Такая тарелочка, немного там 3 креветочки, немного каких-то макаронов или риса. И ты съедаешь, все время выходишь со стола с чувством легкого голода. В принципе, как и должно быть, если правильно питаться. Хочу добавить, что у меня был достаточно популярный во Вьетнаме суп, который называется бунбо. И что удивительно, он нам не очень понравился. И если сравнивать с Таиландом, то кухня вьетнамская, она вот 50 на 50. Что-то прям очень может понравиться, а что-то как бы не очень, что-то прям супер странно. В Таиланде же большинство блюд, они супер вкусные и, мне кажется, адаптированы под туристов, и им достаточно часто что-то нравится, ну, если не брать там сильно острое. Мы посещали это место еще не раз, и были различные другие блюда, которые были тоже очень вкусные. Поэтому смело именно это место можем вам порекомендовать. Смотрите, какая хрустящая булочка, она прям, слышите, как хрустит. Мы с Машей зашли в такой необычный ресторан. Снизу подпишу, как он называется. Самая главная его часть — это то, что вид тут просто нереальный. Посмотрите. Просто невероятно. Меню тут не самое прям изобильное, да, но тем не менее вот очень вкусный был суп тыквенный, подача была интересная. Сейчас покажу, как она выглядела. Еще наверху есть Шри Руфтоп бар. Мы, возможно, туда сейчас поднимемся. Это место обязательно для того, чтобы посидеть и посмотреть на ночной город Хошимин, чтобы запомнилось точно. Очень классное место, вид просто невероятный на самые главные достопримечательности этого места. Но здесь большая часть блюд просто не была в наличии. Например, мы хотели устрицы вьетнамские поесть, их не было. Хотели поесть там еще что-то, тоже этого не было. Кофе нету, десертов тоже каких-то не было, хотя их достаточно легко достать. То есть не было мороженого, не было кофе. Вроде бы ничего не стоит заказать оперативно, чтобы они были, потому что вроде бы хорошего уровня ресторан. Поэтому за вид мы ставим 10, что в наличии практически ничего не было, наверное, 3. Стоит сюда прийти, просто посмотреть и отметиться, что тут были. Ну и сейчас можно увидеть кадры ночного Сайгона, ночного Хошимина. Город, конечно, сразу же преображается, он весь светится, абсолютно весь. Торговые центры, бесконечной высоты небоскребы, какие-то магазинчики, все это прям светится и переливается. Можно смотреть, конечно, бесконечно. Ну что, мы сейчас съезжаем с нашей квартиры во Вьетнаме, чемоданы готовы, нужно ехать. Единственное но, нету такси. Я заказываю на Грабе, на индрайвере, ни одна машина не откликается, вообще ничего нет. Сейчас 4 утра, тут еще какой-то вьетнамский праздник, и такое ощущение, что вообще ничего не работает, и таксисты тоже. Сейчас будем выходить на улицу, просто там пытаться кого-то как-то поймать, потому что самолет у нас через 3 часа, а ехать до аэропорта около часа. Опять приключения. Мы успели в аэропорт, но уже так. Чувствуем, что чуть-чуть можем даже не успеть. Смотрите, какая огромная очередь. Сегодня праздник во Вьетнаме, поэтому вот, скорее всего, поэтому только работает там 3 окошка вместо 40.
Ждем и надеемся, что нас пустят на борт. Мы уже думали, что сегодня опоздаем на самолет, потому что такси было вызвать абсолютно никак. Мы уже вышли на улицу, просто всех встречных и поперечных, чтобы хватать за руки, чтобы нас отвезли. Я нашла какого-то охранника даже, но объяснить ему без переводчика, что мне нужно, вообще не удалось. И как раз я побежала к Паше за телефоном, где был интернет, чтобы перевести ему, чтобы он там хоть как-то мне помог. Вот. Ну, он уже вызвал Grab такси, просто надо было подольше подождать, и все, в принципе, окей. Мы, конечно, понервничали сильно, вот, но, тем не менее, сейчас сидим уже на посадке. Получилось так, что мы все заранее рассчитали, мы в 4 должны были заказать такси, где-то в 5 приехать, и даже за сутки, за двое назад я для эксперимента, там, в 2-3 часа, когда ложился спать, проверял, вызовется ли такси или нет, и всегда молниеносно все вызывалось. А тут какой-то вьетнамский праздник, мы даже не знали, что за праздник, поэтому очень многие таксисты не работали, нам потом это рассказала хозяйка. И такси мы ждали, наверное, минут 35, если не 40, когда оно вызовется. Уже смотрел, какие билеты там есть на вечер, сколько они стоят. Параллельно пытался, на Грабе я делал заказ, параллельно я индрайвер, Болт пытался заказать, абсолютно ничего там не заказывается, только Grab работает. Причем по Grab я пытался не только GrabCar заказать, но и все остальные. Там Grab Plus, Grab еще какой-то минивэн, вообще ничего не было. Причем таксист не понимал ни одного слова по-английски. Это вот такая, к сожалению, такой минус Вьетнама. Тут абсолютно ничего не понимают по-английски. Наверное, 9 из 10 человек, которых мы видели за эти 2 недели. И потом, когда мы подъезжали еще к аэропорту, нам водитель что-то все говорит на своем, а мы не понимаем. Он начинает еще громче кричать. Это напоминает иногда наших соотечественников ПТЕ, которые пытаются говорить с тайцами на русском языке, и когда тайцы не понимают, начинают кричать. Вот это было один в один просто, это настолько комично. Причем он догадался, что надо, наверное, показывать, если мы не понимаем, даже когда он громко говорит, показал на 20-ку, еще раз дать ему, потому что, скорее всего, нужно ему платить за то, что он заехал, тут 15 минут, какие-то деньги. Ну, в общем, мы ему дали 20 тысяч. У нас остались еще вьетнамские деньги, 648 тысяч донгов. Мы обменяли тут в местном обмене, и нам дали 360 тысяч балийских рупий. Ну, в принципе, это должно хватить на такси. Плюс еще мы на Бали, когда приедем, мы хотим сделать visa on arrival, это на 2 месяца. Идем на посадку, через 3 часа будем на Бали. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!